Ребят, заходите на эфирчики. Заходите на эфирчики. Всем привет. Всем привет. Желаю отличной субботы. Всем привет. Заходите. Кому нужны подсказки, пишем подсказки на всех или просто подсказка, да? Тогда я на одной колоде буду смотреть. Вот. Сейчас я зайду с телефона. Если у меня тут зайдется. Сейчас с телефона зайду тоже. Как у вас дела? Как у вас суббота? Что у вас новенького? Свечку я зажгла. Свечка у нас горит. Заходите пока. Пока заходите. И пишите, кому нужны подсказки. Все, я здесь тоже подключилась на телефоне. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Подсказки на всех, если надо на всех. Или просто подсказка, то будет на одной колоде. Вот, надо сейчас переключить эти моргающие лампочки. Немножко другой режим. Ой, только не вот это. В общем, где-то так вот. Как у вас настроение? Пишите, как у вас настроение. Узнали, как встречать 2024 год? Что нужно, что не нужно? Вы решили, что будете надевать на Новый год? Будем читать, чем встречать Новый год. Вроде как бы год дракона, год зеленого деревянного дракона, да? Вроде так говорят. Так что главный у нас дракон будет на Новый год. Если меня не слышно, напишите. Напишите. Я поняла, что дракон любит... Здравствуйте, я Замина, как вы? Привет, Замина. Все хорошо. Выходной, настроение отличное, потому что я спала. Проснулась от солнышка. Солнце светило прям ярко в окно, поэтому пришлось проснуться. Вот. Как вы придумали, с чем будете встречать Новый год? Мне сейчас прям уже очень чувствуется, уже очень хочется Новый год. Я вот как раз думаю, в чем встречать. Ну, я так поняла, что год дракона, главное, чтобы ярко было. Чтобы что-то яркое такое было. Вот. Золотое там, серебряное, такое что-то. Давайте тогда сделаем общий расклад пока что, да? Я, как всегда, не туда тыкаю. Блин, ну тут, в общем, где у меня эта вкладка? Давайте. О личной жизни. Спасибо. Я тут только подсказки даю. Подсказки на картах. Если вам нужна подсказка, то вы просто пишете, что подсказка, да? Вот как Зарина. Зарина, добрый вечер. Можно послание? Можно. Подсказки бесплатные, а вопросы сейчас напишу. Если у кого-то вопросы за донатик у нас. Донатик там 150 рублей. Один вопрос. Вот, смотрим. Для Зарины смотрим. Послание
Послание для Зарины. Ищите помощь на стороне. Ищите помощь на стороне. Подумайте, о чем это может быть, что это такое. Кто может вам помочь? Может, на вечеринку на какую-то пойдете вместе с кем-то, с подружкой там, встретитесь там с какими-нибудь симпатичными мужчинами. Ну, в общем, как-то вот так вот. Так, сейчас послание из будущего. Подсказку я дала. Послание из будущего будет общий расклад. Давайте 10 посланий будет. Я сейчас напишу. Так, будет 10 посланий. Вот. Так что загадывайте от 1 до 10. Можете вопрос какой-то подумать, можно просто. Спасибо. И вам спасибо, что пришли на эфирчик. Давайте послание из будущего посмотрим. Для вас от 1 до 10 загадайте цифру. 5 Зарина загадала. Я тоже в последнее время стала с вами загадывать. Раньше почему-то не загадывала, а сейчас думаю, блин, мне тоже интересно. Так, кто загадал цифру 1? Вот так будет, но я сейчас, ладно, вот так прочитаю. Итак, помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Видите, для первой позиции. Если кто-то просит о помощи, помогите ему. Потому что когда вам нужна будет помощь, этот человек вам поможет. Вторая, кто загадал 2. Перестань бороться за признание людей, которые никогда не интересовались твоей жизнью. Верь в себя. Верь в себя. Ничего не нужно доказывать кому-то, что-то там, в общем. 3. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Смотрите, там целый мир открыт. Целый мир. Не ограничивайте себя. Так, 4. 4. Ой, смотрите, какие попугайчики классные. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Такое послание классное. 5. Кто загадал 5 позицию? Побалуй себя, сделай то, что дарит тебе радость. Зарина, вам нужно побаловать себя. 6. Ой, 6. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. 6. Что-то там у вас такое. 7. Кто 7 загадал? Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Здесь вам нужно еще раз подумать. 7. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. 7. Смотрите, встреча с друзьями. Для вас сейчас самое время. 8. Кто 8 позицию загадал? Не сдавайся. Доведи начатое до конца. Видите, вы уже что-то начали, доведите до конца. Не бросайте, доведите до конца. 9. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Видите, вам нужно побороть свой страх, перестать бояться. 10 позиция. 10 позиция. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Видите, ваш успех в знаниях. Вы будете много-много всего знать и станете успешными. Это вам пригодится. Поэтому учитесь сейчас чему-то такому новому, интересному, что вас интересует, что вы хотите. Так. Раз больше никто подсказки не просит, давайте посмотрим общий расклад. Еще один. Так, где моя музыка? Музыка там должна играть. Но я ее не... другой диджей. Другой диджей начался. Другой диджей. Понятно.
Ой, добрый вечер, Юлия. Можно карту дня в рабочей сфере. Послание 10. А, у Анны Баировой было послание 10. Класс. Карту дня, Юлия, я подсказки я достаю, подсказки. Если вам нужна подсказка, пишите. Донатик был. Сейчас посмотрю. Ой, да, донатики пришли. Сейчас, девчонки, все посмотрю. Сначала у меня Зарина, потом Татьяна. Вот, сейчас посмотрим. Сейчас сначала донатики, потом чат буду читать. А, к чему готовить Новый год? К чему вас готовит Новый год? К чему Так, к чему вас готовит Новый год? Ожидание, какое-то ожидание ухода от чего? От зависимости. Угу. Новый год вас готовит к чему? У вас закончится ожидание, когда же вот это закончится. Не знаю, такое чувство, как будто вот вы перестанете, избавитесь от какой-то зависимости, перестанете зависеть от чего-то. Вы давно этого хотели, вы давно этого ждали. И вот как-то вот это случится, что вы перестанете зависеть, как-то уже как-то не смогут над вами никто иметь власть, никакие, не знаю, никакие люди, никакие вот вредные привычки не будут влиять на вас. Как-то вот вы избавляетесь от того, что вас держало, и вот какой-то новый шанс начать все снова, с нуля, заново будет. То, что вас держит, то, что не дает вам идти дальше, развиваться, какая-то вот что-то вот, как будто от кого-то вы могли зависеть, от чего-то, от обстоятельств, от каких-то ситуаций, от людей, это уйдет. Ожидание денег, если было тоже, то после к Новому году деньги придут. Вот, Новый год готовит, что вы получите какую-то денежку, какой-то шанс начать что-то новое. Может, премию вам, кстати, дадут, потому что тут что-то с монетками. Монетки, финансы, какой-то подарок можете получить. Вот. А вот эти всякие вот зависимости, да, все, что над вами власть имела, это все останется в прошлом. Вы этого ждали, вы этого хотели, как бы вот так и будет. Вот. Получите подарок и шанс начать новое. И вот то, что вот вы не могли встретить какого-то партнера, да, для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, для того, чтобы достичь какой-то своей мечты, когда вы хотели, возможно, отношений, где любовь, где взаимопонимание, где финансовая стабильность, где вот такое вот все домашнее, счастье семейное вы хотели, да, и у вас этого как вот на стопе было, на стопе, ничего не менялось, никаких изменений нет. И вот тут пойдут изменения. И вы больше начнете прислушиваться к себе. Кстати, у вас будет меньше гулянок, меньше встреч там с подружками, с друзьями. Вы начнете больше прислушиваться к себе и станете более независимой и самодостаточной. Как-то вы поймете, чего вы хотите и как вы хотите. Какого мужчину вы хотите, а какого не хотите. Знаете, вы как-то вот больше те, кто говорит и ничего не делает, вы больше с ними не будете общаться. Вы будете искать стабильного мужчину, с которым будет полное взаимопонимание, где вы сможете чувствовать себя девочкой, а он будет мужчиной. То есть вы отдадите вот эти вот мужские обязанности ему. Какой-то законный брак у вас впереди ожидается. У меня и так мало гулянок.
Тут уже вы будете решать, как вы хотите. Гулянки-то будут, да, но тут почему-то вы будете принимать решение вне зависимости от того, что скажут вам друзья, там, кто, чего. Как бы вы тут сами уже знаете, чего вы хотите и как хотите. Ну тут как-то так, что вот какая-то зависимость у вас уйдет. Просто вот вы стряхнете так ее, она останется сзади, а вы пойдете дальше. Какая-то зависимость, которая вас держит. Какой-то человек выходит, о котором вы мечтаете, чтобы законные отношения. Но чтобы в законных отношениях вы имели свободу, вы хотите. Страстные отношения, где люди вкладываются. Блин, тут как бы... Работа — это тоже может быть зависимость. Может быть. Может быть. Вы хотите стабильных отношений, тут прям выходит, что вот то, что вы хотите, да? Вы хотите законных, стабильных отношений с мужчиной, достойным мужчиной. И чтобы он вас не ограничивал, чтобы вы оставались такой же красивой, самодостаточной, занимались тем, что вы хотите. Вы хотите, чтобы там была страсть в этих отношениях, огонь. Да, вы мечтаете о том человеке, который мог бы вам помогать, чтобы вот вы вместе вкладывались, а потом вы радовались, когда вот у вас что-то получается, когда вот вместе шли к какой-то цели, вот не знаю, что такое, к вашим желаниям. Любовь, взаимопонимание. Ну, в общем, вы как-то пойдете в новое. Минус одна зависимость, плюс одна возможность. Так, тут что-то зависает у меня на телефоне. У вас, надеюсь, не зависает? Ну да, к чему еще готовит вас вот этот Новый год? Ну вот вы встретите какого-то мужчину, видите? Встретите мужчину страстного, у вас будет полное взаимопонимание, любовь. Тут партнерские отношения, возможно, да? Ну, возможно, вам еще придется много работать почему-то. Ну, вы классный спец, у вас будет много работы в этих, ну, вот еще вот. Так, что это? А у вас какие-то иллюзии еще уйдут. Вы поймете, как нужно действовать, что нужно делать, чтобы достигнуть своей цели. Вот. Хочу богатого, да. Ну, вот вы хотите достойного мужчину, да. Да, будет шанс встретить этого богатого. Будет, он идет к вам. Этот пентакли, они к вам идут. И это все идет к браку, да. Тут у вас официальные отношения будут с этим мужчиной, который вот появится. Только он появится, когда вы избавитесь от зависимости. Тут зависимости у вас, видите, они должны уйти. Какая-то зависимость. Какая-то зависимость, какая-то связанная с финансами и с знаниями. Каких-то знаний вам не хватает. Вы знания эти получите. То, что вы не знаете, вы узнаете. Знания эти получите. Когда вот вы получите определенные знания, вы уйдете от как-то вот неправильного видения, что ли. Вот финансов, что-то с финансами связано. Вы что-то не видите, что-то не знаете, не умеете пока что. Это у вас нет, но это вы узнаете. И когда вы вот эту информацию узнаете, вы уходите от того, где трудно, туда, где вы побеждаете как бы своих конкурентов и добиваетесь того, чего вы хотите. Там, где уже вы знаете, как действовать. Но здесь вот так вот. Какой-то мужчина к вам пишет страстный. Будет переписка у вас, ревность. Ну, вот тут так вот. Тут какие-то зависимости уходят.
И вы встречаете нужного вам человека. Сейчас подсказку посмотрю. Так. Подсказка для Зарины на этот вопрос. Используйте свое обаяние. Используйте свое обаяние. Вот. Так что спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Так, сейчас Татьяна. Татьяна. Благодарю, Зарина, да. Что он думает? Он хотел бы встретиться, но не может. Он даже не может написать. Потому что он не хочет делать выбор. Он не может. Так, что он о вас думает? Думает. Ну, вот думает о невозможности встречи, невозможности написать, невозможности что-то там сделать. Потому что если он что-то сделает в вашу сторону, то ему нужно будет дальше действовать, дальше что-то делать. А он не хочет ничего дальше менять. Так что так. Вы на него производите впечатление. Очень чувственной, семейной, такой вот чувственная семейная женщина, которая хочет очень такого вот, знаете, начать что-то новое. Вот вы очень много думаете, у вас очень много мыслей. Начать то ли новые отношения, то ли какое-то что-то новенькое. Вы хотите обновить свою жизнь, вы хотите, чтобы в вашу жизнь что-то новое пришло. Но ветер перемен как бы. И думаете, что судьба как бы уже должна быть на вашей стороне, что так, как вы хотите, чтобы все случилось. Вам уже надоело так, как есть, и вы хотели бы больше, вы как-то вот еще лучше улучшить. И вас расстраивает, что что-то не получается, да? Да, вы знаете, чего вы хотите, но вот что-то тут не идет. Но в основном, в первую очередь, он видит, что вы чувственная и семейная. И очень много вы хотите. Очень много. Но это нормально, это нормально. Ну да, вот у него мысли, вот он думает, что с вами отношения невозможны. Хотел бы он с вами отношения, он думает, что с вами отношения невозможны, что это всего лишь иллюзия, что это вообще невозможно реализоваться. И он постоянно в сомнениях, стоит ли за вас бороться или не стоит. Он не постоянный здесь мужчина, не постоянный в своих чувствах, и он вас не выбирает. Он вас не выбрал. Да, у него мысли определенные есть, и все. Но он о вас думает. Но здесь нету действий, которые, которые к вам обращены. Он о вас думает, да. Чувственное, открытое. С вами семью, да, можно было бы создать, да, близкие какие-то отношения классные. Но действовать он не будет. Потому что нужно будет дальше действовать, стоять. Вот у него будет вот или так, вот. Нет, он тут как-то не готов.
Может быть, у вас был опыт общения, да, вместе? Но да, был. Но вот вы как-то пообщались не очень хорошо, возможно, поругались или выяснили отношения. Что-то такое было, что ему не понравилось, и вот он теперь ушел, ушел в закат. В общем, не хочет общаться, не хочет действовать. Будет ли он действовать вообще? Ну, как раньше себя вел, так и будет вести. Может появиться, как ни в чем не бывало. Но между вами, возможно, какие отношения между вами возможны, да? Тяжелые тут как бы, и все равно здесь мысль будет, что это, ну, эти отношения не... Между вами возможны отношения, но они несерьезные, ненадолго, как бы вот так. Впечатление хорошее на него производится, но вот он не будет действовать вообще никак. Между вами возможно только... Нет, ну пока что невозможно. Может быть, туда дальше. Вот. Когда он о вас думает, он постоянно сомневается, он вспоминает, какие, ну, что там его не устраивало в ваших отношениях, и он не готов как-то восстановить это все общение, вот это вот. Какой-то опыт общения с вами был, ему это не нравится, поэтому он восстанавливать не хочет. Подсказка для вас. Будьте осторожны в словах. Вот будьте осторожны в словах. Видите, он очень восприимчивый. Вот то, что вы сказали когда-то, он это помнит, и ему он не может как-то вот дальше общаться, забыть, там что-то такое вот. Тут так. Как будто он в этих отношениях будет чувствовать себя ограниченным в своих возможностях. Как будто вам больше будет дозволено, а ему нет. Он как будто вот не будет получать то, что он хочет. Поэтому он не хочет этих отношений. Здесь так. Подсказка для Юлии. Подсказка для Юлии на этот вопрос. Время сделать передышку и набраться сил. Вот, время сделать передышку и набраться сил. Здесь как-то вам нужно собой заняться. Собой. Спасибо, и вам спасибо большое. Спасибо, что пришли на эфирчик. Так, давайте, пока подсказок больше нету. Так, Аннет еще вообще-то подсказка на всех колодах. Да. Добрый вечер, Ирина. Да, тоже подсказки. Сейчас дам. Сейчас для Аннет. А для Аннет подсказка. Так. Подсказка для Аннет. Позвольте себе быть не идеальной. Аннет, это первая подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Так, у меня тут на телефоне почему-то эфир виснет. Надеюсь, у вас не виснет. Что-то с интернетом в последнее время. Для Аннет. Для Аннет. Неизвестность пугает, а зря. Настройтесь на хороший исход. Удача на вашей стороне. Видите, все будет хорошо. Не бойтесь.
Это страшно, да, когда непонятно, что там будет впереди. Но вам говорят, что все будет хорошо. Настройтесь на успех. Для Аннет подсказка. То, что другие люди думают о вас, это их реальность, но не ваша. Не заморачивайтесь. Смотрите. Не заморачивайтесь. Кто там что думает, вообще не важно. У них своя жизнь, у вас своя. Для Аннет подсказка. Ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Вам прям комплимент. Сейчас посмотрим. Подсказка. Послание из будущего. Для Аннет. Для Аннет послание из будущего. О, ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Смотрите, у вас какая скорость. Почти 240. В общем, вам нужно что-то перепроверить еще раз. Если все хорошо, мучитесь дальше. Мучитесь. Так, для Ирины теперь. Ирина, подсказка для вас. Для Ирины подсказка. Извлекайте из опыта позитив. Первая подсказка. Извлекайте из опыта позитив. Для Ирины подсказка. Не стоит делать из себя того, кем вы не являетесь. Будьте собой, пусть даже не идеальной, а это залог успеха. Здесь тоже будьте собой, даже если что-то не вам кажется, что не идеально, да, все разные. Не бывает идеальных людей, вообще абсолютно. Это нормально. Будьте собой, не заморачивайтесь. Так, для Ирины подсказка. Опять, не будьте идеальны, будьте собой. Смотрите, прислушайтесь к себе. Что это значит? Вам уже которая подсказка? Вторая тоже, ну, как бы то же самое говорит. Будьте собой. Ой, Виктория, добрый вечер. А у нас вопросики за донаты. У нас донатики-то 150 рублей донат, но один вопрос. Так что вот, у нас... Ой, надо было закрепить ссылку, да. Ну вот я закрепила, да, если что. Так. Добрый вечер, Юсуф. Сейчас смотрим для Ирины подсказку. Для Ирины подсказка. Ой, смотрите, полный детокс. Выпей смузи, выброси все ненужное, перестань общаться с этим идиотом. Я не знаю, с кем вы общаетесь. Но вам говорят так, в общем, все нужно ненужное, и все, что плохо на вас влияет, из своей жизни убрать. Так что смотрите, подумайте, что можно сделать. Вот. Что-то там как-то моргает. Для Ирины из будущего подсказка вам. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Ирина, позвоните. Не знаю кому, но позвоните. Вам нужно кому-то позвонить. Может, кто-то по вам скучает, или вы по кому-то соскучились. Позвоните, пообщайтесь. Скажите, как ваш день прошел. Спросите у другого человека, как у него дела. Ну как ты сегодня? Скажи, что кушал? Там, да, или что кушала? Вот. Так, Юсуф, подсказку на личную жизнь для Юсуфа. Подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Юсуф, это для вас подсказка. Какие-то знаки вам будет подавать Вселенная. Это вот насчет личной жизни. Так что следите за знаками. Что-то вокруг будет происходить. Может, какие-то новые люди будут появляться, новые знакомства, предложения, куда-то пойти, погулять. Или приглашать на работу вас будут, или еще что-то. То есть смотрите на все вокруг, все подсказки. Кто-то что-то по телефону сказал, обрывок фразы вам, что-то вы увидели. В общем, здесь как-то нужно на все обращать внимание. Здесь так.
У меня очень сильно висит на телефоне эфирчик. Вот. Очень неудобно, конечно, это. Так. Ну что, все подсказки получили? Можно сегодня опять посмотреть, где деньги лежат. Где клад зарыт? Где деньги? Ну, тут уж вы сами давайте. Это метафорические карты, да, карты денег. Тут про деньги. И вы сами уже посмотрите, как вы чувствуете. Благодарю, хорошего вечера. Ирина, вас тоже благодарю. Вам тоже хорошего, приятного, теплого вечера. Вот, давайте посмотрим. Просто одна позиция, где деньги, да? Что мешает вам достичь, там, заработать деньги? И где они у вас лежат? Что нужно делать, чтобы заработать? Так, что мешает? Что мешает? Ну, тут вы сами должны посмотреть, да? Смотрите, что мешает? Что мешает вам заработать? Что это может быть? Вы вроде поливаете, вроде бы куда-то вкладываете, или, может быть, вы наоборот не поливаете. Что мешает? Может быть, вы не вкладываете, не ждете, может быть, вы не можете ждать, потому что, чтобы дерево выросло большим, нужно определенное время. То есть вам нужно вложиться и ждать. Даже если это на работе, нужно сначала показать себя, работать, браться там за всю работу, да, которую там шеф там говорит, вот срочно, да вот я сделаю там, давай я помогу, то есть свою помощь предлагать, когда нет работы, не сидеть без работы, как бы ждать, пока тебя там попросят, ну, можно самим предложить, то есть проявлять инициативу, чтобы вас заметили, чтобы через какое-то время, когда дерево, так сказать, вырастет, ну, когда вот вы поливаете своими стараниями, дерево вырастает, и что? Вы можете попросить повышение, там, зарплату повысить, сказать, вон, как я много делаю, там, было бы здорово, если там мне, там, как бы вот, мотивацию, повысили зарплату. Да, вам вот вы вот так вот, скорее всего, живете, записываете доходы, расходы, все в ноль, да. Сколько заработали, столько и как бы вот, и толком откладывать не получается, или получается очень медленно. А вам нужно вот, чтобы вам повысили зарплату, чтобы найти работу, где вас ценят. Но это со временем, вас сразу не заметят. Надо показать себя, чтобы вас заметили. А потом попросить прибавку. Но чтобы попросить прибавку, надо доказать. Надо показать, что вы сделали, что, какой вклад вы внесли. Вот, вы заработали там столько-то денег, вы там какой-то контракт подписали или что-то там, деньги вернули там, да. Ну, разные ситуации бывают. А вот, вас заметили, скажут, да, вы классный сотрудник, давай там этому зарплату повысим. Ну, то есть, тут надо смотреть, конечно, индивидуально, но переворачивайте на себя. Как это можно? Все хотят быстрых результатов. Ну, не все, многие, да, но все это нормально. А здесь нужно вкладываться, а результат будет попозже. Но эфир висит, наверное, поэтому народу нет на эфире, потому что интернет плохо работает. По крайней мере, у меня на телефоне он вообще фигово работает. Так. Ну все, подсказки закончились, как бы, да? Больше никому не нужны подсказки. Раз подсказки больше никому не нужны, тогда эфир будем заканчивать. И тогда встретимся с вами в следующую субботу. Вот, в следующую субботу проведем эфирчик. Также 21:30 начнется эфир. Вот, так что приходите. Я надеюсь, я не опоздаю и ничего такого не будет. У меня, по-моему, ничего нет такого по плану. Благодарю, Анна, вас тоже благодарю. Давайте еще посмотрим общий расклад. Действовать или не действовать. Можете какой-то, ну, если кто-то в записи будет смотреть, например, или сейчас кто смотрит, подумайте о какой-то ситуации, вот действовать или не действовать в ближайшее время, в ближайшую неделю, да, действовать вам или нет. 3 позиции. Первая позиция. Действовать или не действовать. Здесь в зависимости от ситуации понаблюдайте, соберите больше информации. Я бы сказала не действовать, но собрать больше информации. Да, больше информации нужно собрать.
и как бы пока не действовать. Пока вы видите, больше информации собираете и не действуете по первой позиции. По второй позиции действовать или не действовать. Ну, здесь, знаете, если вы будете действовать, да, вас там, вам хочется действовать, вам хочется, вас это манит, вы хотите этого, но подумайте о последствиях. Подумайте о последствиях, если вы будете действовать, если вы вложите деньги, да. Например, если вы это купите, если вы туда поедете, то вы потеряете в деньгах. Вы потеряете больше, чем получите. Это как бы соблазн по второй позиции. Здесь я бы не сказала, что нужно действовать, что вы потеряете в деньгах, поэтому решайте сами. Вот. Третья позиция. Действовать или не действовать. Ой, здесь вас переполняют эмоции, но здесь не действовать. Нет, здесь вас переполняют эмоции, да, что все получится. Так, действовать или не действовать, сейчас уточним. Ну, здесь, кстати, может получиться, но это как-то одноразовая победа, единоразовая. Если хотите действовать, вы можете действовать, но победа будет одноразовая, на один раз. Вы что-то получите и все, и потом будет глухо, вы ничего не получите. А если подождете немножко и чуть попозже начнете действовать, то там будет лучший результат, там все пойдет быстрее, чем тут вы один раз как бы победили, и потом тишина, все как бы все. Чуть немножко подождать, тогда результат будет лучше. Все пойдет намного быстрее, и вы получите больше. Вот. Вы знаете, здесь то, что должно быть, вот я не знаю, почему я вытащила, не знаю, то, что должно быть вот по судьбе, кто смотрит, наверное, кто еще тут, оно будет. Вот вы, может быть, чего-то ждали, да, вы думали и ждали что-то, и вот наконец-то это врывается в вашу жизнь. Вот. Все вот эти вот закрытые ситуации, закрытые дороги, незнание, как и что действовать, вот эта безысходность, она уходит, и появится какой-то шанс, знаете, на получение нужной информации, получение информации, куда двигаться, куда идти, как лучше вот это все придет. Не знаю, почему это как-то тут. Вот. Ну что, давайте тогда до следующей субботы, раз уже все отстрелялись, все получили свои подсказки. Давайте тогда встретимся с вами в следующую субботу. Если вам какие-то темы интересны, чтобы мы там посмотрели, поболтали про Новый год, да, как тут сегодня что-то никто не... Вопросов нет, в общем, давайте на следующий тогда эфир перенесем. Если будут какие-то вопросы или какие-то у вас новости про Новый год, как встречать, если вы точно знаете, то пишите, почитаем. Хорошо? Все, давайте всем пока. Увидимся с вами в следующую субботу в 21:30. Я надеюсь, все будет вовремя. Вот. И всем хорошей недели, хорошего вечера. Вот. Так что пока.